Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Антон Воржев, я являюсь основателем экосистемы Ванкли, и мы продолжаем разговаривать о нашей платформе. Я расскажу обо всех новостях, о том, какие у нас результаты на сегодня, ну и вообще рассказываю всегда, что у нас происходит. В последнее время у нас увеличилась динамика развития в плане статистики посещений. То есть, если в среднем у нас где-то 200-300 уникальных посетителей за сутки, то позавчера мы заметили такой некий скачок. Пришло 870 уникальных посетителей в течение 24 часов. Это говорит о том, что все больше участников приходит, видимо, зашел какой-то крупный партнер, и, соответственно, данная информация будет полезна всем новым участникам, и некоторая часть информации будет полезна нашим старым участникам, которые практически с самого зарождения идей. А рассказывать я буду о том, что такое доля Ванкли, о том, почему экосистема Ванкли не может закрыться, соскамиться, так сказать. И расскажу о главных новостях на сегодня, которые у нас происходят в компании. Это о том, что мы скоро будем выходить на зарубежный рынок, и какие партнеры сейчас заинтересованы нашей платформой. Что такое доля Ванкли? Доля Ванкли — это ваша часть владения экосистемой в целом, и данная доля дает вам право на ежемесячное получение прибыли от всей экосистемы с каждого сервиса. То есть, представим, компания работает, добавляются новые сервисы, прибыль с компании растет, увеличивается, и, соответственно, растет ваш ежемесячный доход. То есть, согласно тому, сколько у вас долей, столько вы будете получать эту прибыль на ваш личный кабинет инвестора Ванкли. В дальнейшем мы также реализуем карты Ванкли, это Visa, MasterCard, возможно, также будет храниться криптовалюта на данных картах, о технических характеристиках поговорим попозже, но суть в том, что, имея долю Ванкли, вам ежемесячно поступает доход, который вы можете выводить абсолютно по всему миру. Главное преимущество Ванкли в том, что сама компания, она не может никоим образом закрыться, по нескольким причинам, которые я вам также расскажу. Причина первая — это отсутствие финансового дисбаланса. То есть вообще сама компания, реализуя каждый свой сервис, она работает непосредственно на взаимодействии с клиентом. То есть, если нет клиента, в компании не формируется никаких долговых обязательств. То есть, как это происходит в других проектах, что если происходит некая нехватка, в тех же банках также происходит, что если новых клиентов все меньше, а старым уже не хватает на выплаты их процента, на те суммы, которые они вносили, то происходит закрытие банка. То же самое с пирамидами, это та же система абсолютно. Страховые компании туда же, и в целом ФРС вообще действует по такому же принципу. А в Ванкли же, представим на примере, если вы уже знаете, что такое обратный валютный аукцион, приходят новые участники, приходят новые люди, которые торгуют на обратном валютном аукционе, и, соответственно, каждый клик — это наполнение каких-либо лотов средствами, и как только человек приобретает лот, все, здесь долговые обязательства отсутствуют, и компания сделала свою услугу перед клиентом. То есть она продала лот, человек купил, и после закрытия лота никаких долговых обязательств уже не остается. И в чем главная суть, что если представить, то есть что практически невозможно, в Ванкли полностью ушли все клиенты, к примеру, один участник, то этот искусственный интеллект, он просто не будет открывать новые лоты. Соответственно, нет клиентов,
нет новых лотов, то есть для кого открывать, не для кого. Вот, и компания просто стоит. Что же останется делать нам, как руководству компании? Это просто привлечь средства на рекламную кампанию, снова запустить маркетинг, соответственно, придет новая аудитория, и скрипт OneClick продолжит открывать лоты, да, и то же самое будет происходить в других сервисах, потому что каждый сервис у нас очень точно и четко продуман по тому моменту, чтобы сервис был очень устойчив. Ни в финансовом плане, да, ни в каких-либо других вопросах он не смог закрыться. Ну и также о многосервисности в том плане, что когда открываются новые сервисы, если вдруг у какого-либо сервиса случится какие-то там финансовые проблемы, то любой новый сервис, который хорошо себя чувствует, сможет помогать в качестве финансовой подушки безопасности другим сервисам. То есть это в целом вся экосистема, она в принципе не может закрыться ни технически, да, ни в финансовом плане. Соответственно, тем инвесторам, которые владеют долей компании, да, можно сказать об отсутствии рисков. Представим, вы купили долю на 28 тысяч долларов, да, это у нас 0,2% от всего оборота, то есть выделено всего 10%. Вот, и соответственно, вы приобрели 0,2% от всей компании, и мы выходим на тот уровень, когда компания ежемесячно, допустим, там, с обратного валютного аукциона, там, с обменника из каких-либо других сервисов вышла на уровень доходности в 100 тысяч долларов ежесуточно. То есть при таком развитии событий, да, ваш доход будет доходить до 6 тысяч долларов в месяц. То есть сами подумайте, вы инвестируете 28 тысяч долларов, и в месяц вы получаете 6 тысяч долларов, то есть это от 0,2 от 100 тысяч долларов, да, и соответственно каждый месяц ваша прибыль будет только расти, расти все выше. Допустим, мы заинтересованы в том, чтобы развивать компанию, да, увеличивать ее доходность, и, соответственно, в этом же заинтересованы инвесторы. Те, кто имеет долю, да, они сейчас на момент старта могут ее приобретать, покупать свободно, да, но после запуска возможность инвестиций уже будет закрыта. То есть сейчас нам инвестиции нужны только для того, чтобы развить и запустить нашу идею. После запуска инвестиции будут закрыты, и долю можно будет накапливать только путем приобретения долей у других участников, кто захочет их продать. Говоря о рисках, да, почему здесь как бы нет особого риска для инвестора, потому что если же вы не хотите продолжать сотрудничать с компанией, вы можете просто продать свою часть доли, да, и заработать на ценовой разнице, потому что сейчас с каждым новым пополнением, да, с каждой новой покупкой растет общая капитализация и растут в цене ваши доли. Вот, если же вы захотели оставить эти доли, вы дожидаетесь, как только компания начнет формировать прибыль, и будете получать ежемесячную прибыль, и со временем в любом случае, да, спустя там 3, 4, 5, 6 там, месяцев, год, вот, вы перекрываете свое вложение и продолжаете дальше получать прибыль. То есть в этом преимущество основное перед другими компаниями, да. Если же в других компаниях вы приобретаете какую-либо акцию, она у вас лежит, хранится, растет. Вот. И далее вы ее что делаете? Продаете. Вы избавляетесь от актива данной компании и зарабатываете на этом, забирая вот эту вот ценовую разницу. То же самое, как в биткоине. Вы приобретаете биткоин там, за 10 тысяч долларов, вот, он вырастает до 40, вы продаете, забираете разницу, все, у вас как бы не остается актива, но вы заработали свои деньги. В OneClick мы выбрали другой формат инвестирования, да, где вы зарабатываете постоянно при хранении актива, да, храня вот эту вот часть пирога, которую вы приобрели, зайдя в компанию. Вот, и, соответственно, основное преимущество это в том, что чем больше вы храните, тем больше прибыли вы получаете. И это является такой
некой возможностью получения вот постоянной зарплаты, да, то есть если встретить, к примеру, какого-либо человека, у кого проблемы там на финансовом вопросе, да, то можно данному человеку предоставить там энное количество долей, и он начнет получать вот эту свою ежемесячную зарплату. И чем больше у вас долей хранится на счетах, тем больше прибыли вы получаете каждый месяц на протяжении всей жизни компании. А учитывая тот факт, что компания технически не может никак закрыться, да, поскольку даже если представить там закрытие какого-либо одного сервиса, да, который не пошел, вот, то в целом экосистема, она продолжит свое существование, продолжит развиваться, продолжит открывать новые сервисы, эти сервисы продолжат свое развитие в том плане, что будут приходить новые клиенты, весь общий уровень доходности будет увеличиваться, и, соответственно, ваша часть доли, вот эта вот часть пирога вот этого большого, да, она только увеличивает и увеличивает свою ценность. И в этом вот главное преимущество, да, именно в работе с компанией Ванкли. Сейчас мы работаем с очень такими влиятельными людьми в плане переговоров о том, чтобы проинвестировать в Ванкли и закрыть нашу оставшуюся сумму. То есть сейчас у нас осталось долей на 830 тысяч долларов, да, и в связи с этим, если мы сейчас закрываем вот эту сумму, то развитие у нас пойдет очень огромными темпами. Долей уже, естественно, не останется, если заходят эти крупные инвестора. Вот. Но мы запускаем самый масштабный маркетинг, да, что в течение там какого-то определенного количества времени, там месяц, два, три, мы регистрируем новых людей, и чем больше людей у нас будет на предстарте компании, да, тем больше будет, естественно, финансовый результат. Вот, но для минимального, то есть вот минимальная сумма для запуска, чтобы уже запустить наш продукт, это по просчетам у нас осталось где-то 250 тысяч долларов. Это тот минимум, который у нас был прописан изначально, да, и, соответственно, если же мы находим 250 тысяч долларов, да, то мы запускаемся там в течение 2-3 месяцев при наличии масштабного маркетинга. При агрессивной рекламе мы добьемся цели там, в 50-100 тысяч участников, да, поскольку будут закупаться абсолютно все площадки, то есть это блоги, это контекстная реклама. То есть сейчас у нас работает контекстная реклама, там Яндекс и Google, да. Опять же, нас пропускают везде, Ванкли проходит модерацию, потому что это не является криптовалютой, да, как вы уже знаете, криптовалюта, она не проходит модерацию на каких-либо там площадках, там ни таргетинговая, ни контекстная, ни тизерная. Вот Ванкли же является экосистемой мультивалютной, да, где нет ограничений на рекламную деятельность. То есть мы можем развивать свой маркетинг абсолютно везде. То есть ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Яндекс, Google. И как вы уже заметили, что сейчас контекстная реклама у нас развита во всех источниках, там, куда бы вы ни зашли. Там, заходите в mail.ru, там, Gmail, на какие-то другие новостные сайты там, и прочее, да, и, соответственно, вы видите рекламу Ванкли. Это работает контекст. Сейчас мы ведем переговоры с дубайскими инвесторами. То есть у нас появился новый партнер, его зовут Магомед. Магомед, приветствую тебя. Вот. И у данного партнера имеются связи с дубайскими инвесторами, да, также имеются выходы на королевские семьи. И как вы знаете, что вообще жители города Дубай — это прогрессивные люди, которые инвестируют в технологии, да, различные там финансовые инновации. И сама идея Ванкли — это является таким неким новым направлением в интернет-индустрии. То есть сам обратный валютный аукцион, да, и
совместном виде с экосистемой. Это полностью новое направление, и сейчас данные партнеры заинтересовались нашей идеей. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и если же данные партнеры заинтересовываются, мы заключаем контракт и выходим на зарубежный рынок. И по поводу зарубежного рынка, представьте, то есть, когда мы выпускаем кабинет, да, мы, естественно, выпускаем данный кабинет с английской локализацией, то есть можно будет уже выбирать флажок либо русский язык, либо же английский язык, да, и, соответственно, к нам придет новая аудитория зарубежных инвесторов и партнеров, да, Дубай, там Америка, Испания, Италия, Германия, да, английский язык является таким международным языком, вот, но в дальнейшем мы в любом случае будем добавлять языки в плане, там, добавляем испанский, выходим на испанские регионы, добавляем немецкий, выходим там на Германию и так далее, мы развиваемся по регионам. Но вот сейчас, если данные дубайские партнеры, да, будем держать кулачки, если они действительно заинтересовываются, да, для них суммы там 250-миллион долларов это очень маленькие суммы, потому что другие стартапы, как мы знаем, да, даже с менее масштабными идеями, они запрашивают десятки миллионов долларов на развитие. Если же сейчас просчитать оставшееся количество долей, то они могут просто выкупить сейчас оставшееся количество долей там, на 830 тысяч долларов. Те доли, которые хранятся у наших сегодняшних инвесторов, вырастут, наверное, в 2-3 раза. Вот, и сразу же ваш актив будет стоить на 200-300% выше. То есть, если сейчас стоит одна доля 0,14 центов, то при раскупе всех долей нашими дубайскими партнерами она будет стоить 0,30 центов. И сами подумайте, да, что это значит. То есть, помимо того, что ваш актив вырастет, если же вы, допустим, захотите распрощаться с компанией, вы продадите данный актив, да, если же вы захотите остаться с нами, то вы будете получать постоянный доход с компании. И в этом плане мы говорим, что здесь риски минимальны. Сама платформа, она подразумевает азарт, то есть сферу гэмблинга, да, то есть это новое направление, естественно, вот, но мы будем нанимать классных юристов, у нас сейчас есть ребята, которые с нами работают, это Product Owner юристы, вот, но, естественно, мы хотим сделать это все официально, чтобы уже данные юристы работали с нами в компании в Англии официально, да, вот, это опять же средства, вот, и если сейчас мы договариваемся с новыми партнерами, то у нас все пойдет, вообще все развитие пойдет очень-очень-очень быстрыми темпами. Это классно, это не может не радовать, да, зарубежный рынок это в любом случае это другой менталитет, да, то есть как мы изначально планировали, мы планировали выйти на русскую публику и представить свою идею, узнать спрос, узнать отзыв на данную идею, потому что русская публика это самая, как вы знаете, такая критичная публика, все воспринимается, естественно, с неким недоверием, да, вот, но нас поразил тот отклик русскоязычной аудитории на идею, то есть это, можно сказать, там 100% положительных отзывов тех, кто разбирается в идее, кто понял, что такое идея в Англии, да, приобретение там дешевых денег и дальнейшие сервисы, да, помимо там того же обратного валютного аукциона будем выставлять еще новые типы аукционов. Как раз таки о типах аукционов это уже в других видео, да, то есть в следующем. И если представить это вот все, то какие вообще огромные преимущества просто раскладываются перед нашими инвесторами. Это очень большие перспективы, это очень большие преимущества, и, соответственно, сейчас у всех есть возможность стать совладельцами, да, соучредителями компании, и после запуска, либо же до запуска, да, мы откроем биржу долей в Англии. Это уже для тех людей, кто не успел приобрести доли на моменте предстарта, то есть это на текущий период, когда можно покупать доли по рыночной цене, а на момент, как только мы будем запускаться, мы откроем за несколько недель, наверное, биржу долей, чтобы у людей был выбор, либо же оставлять
на запуск, либо же продать на бирже долей. И как это будет работать, то есть, ну, как обычная биржа, да, то есть, если рыночная цена там стоит 0,30 центов к моменту уже запуска, да, то вы, приобрев там доли, например, сейчас за 0,14 центов, да, можете выставить свои доли там за 0,25. Естественно, ваш ордер будет выше всех. То есть, чем дешевле ваша цена, тем, естественно, ордер будет выше. То есть, цена ниже рыночной цены от компаний. Соответственно, ваш ордер заберут, и, соответственно, вы таким образом продадите свои доли, заработав там процент на вот этой ценовой разнице. Но в то же время лишаетесь права получения дальнейшей постоянной прибыли. Когда к нам приходит очень много людей и, соответственно, инвестирует там суммы, кто-то 500 долларов, кто-то там 10, кто-то там 1000, кто-то там 10 тысяч долларов, да. Но когда сейчас придут крупные партнеры, да, и раскупят все оставшиеся доли, долей, естественно, не останется, но у нас начнется очень крупное, активное и быстрое развитие. И в этом случае, если все пойдет именно так хорошо, вот, то мы уже ближе к лету, да, либо же летом сможем запускаться. Но опять же, все просчитаем, все шаги, когда лучше запускаться, да, когда вот идет там период отпусков, либо когда идет активная там именно рабочая сфера, да, когда вот люди уже входят в эту волну работоспособности, да, то есть как сейчас, после Нового года обычно все сразу нацеливаются: так, все, новая жизнь, сейчас отдыхаю, последние деньки, все, начинаю работать. И также, соответственно, мы будем подгадывать, когда начнется вот эта как раз таки рабочая среда, и уже там сможем назначить запуск. Потому что главное, что нужно для запуска, это сейчас максимально поработать над маркетингом, покупая блогеров, там, каналы, посты в телеграм-каналах, да, покупая ролики на YouTube, то есть когда вы смотрите какой-то YouTube ролик, да, выскакивает идея Ванкли, и реклама уже будет нацелена именно на участие в торгах, да, потому что долей уже не останется, соответственно, инвестиций уже не будет, и все, кто сейчас успеет, соответственно, получит просто отличную возможность создать и сформировать такой некий фундамент для своего будущего, для получения постоянного дохода и сознанием того, что компания не может закрыться. Мы будем работать до последнего, то есть создавая новые сервисы, не давая компании, то есть стоять на месте, не давая закрытию, да, потому что в целом внутри из-за вот этого отсутствия финансового дисбаланса компания у нас, как я уже говорил, гранит, да, и будет стоять очень долгое время. Вот такие вот новости, друзья, я думаю, они всех порадуют, да, новые участники, которые к нам присоединяются каждый день, они также поняли, что такое доля Ванкли, да, в чем именно сила долей Ванкли, в чем сила самой экосистемы, в том плане, что не имеется закрытия, и в чем вообще важность того момента, когда мы выйдем на зарубежные рынки. Это новая аудитория, это новые движения, это новая волна развития. Так что в целом у нас все идет классно, все идет хорошо, новые партнеры присоединяются. Поэтому добро пожаловать, используйте акцию, да, присоединяйтесь, развивайте свои команды по инвайтам, да, потому что у каждого, кто решит развивать свой бизнес в Англии, в личном кабинете есть возможность создать свой бесплатный лендинг-пейдж, да, где люди, регистрируясь на сайте, попадают только к вам в команду, да, не надо там вводить инвайт, ничего. Вот, и, соответственно, потом уже с момента запуска, если же вы еще и являетесь дольщиком, вы будете получать доход с долей и плюсом со всех действий ваших зарегистрированных клиентов и партнеров. Да, это с кликов, это с обменов, это там, с продажи брендовых вещей, да, и так далее. Вот, по поводу брендовых вещей, и будет у нас их довольно-таки большое количество. Поэтому спасибо, мы развиваемся, ждите новые ролики, и следующие ролики будут о типах аукционов. То есть новые типы, классные, интересные и прибыльные. Спасибо всем, друзья. Присоединяйтесь к компании Ванкли. Был рад вещать для вас. Пока-пока.